Ой, кто ты, девочка? Я твое отражение. Мое отражение? Да. Меня зовут Ело, а тебя Оля. Правильно. А как ты догадалась? Это очень просто. Ведь если я твое отражение, значит и имя у меня такое же, только наоборот. Интересно. Ело это значит Оля наоборот. В 1963 году на экраны страны вышла детская картина «Королевство кривых зеркал», где главные роли сыграли близняшки Оля и Таня Юкины, популярность, которая пришла к сестрам после выхода фильма, обещала им такую же сказочную жизнь, которая была на экране. Но реальность оказалась куда прозаичнее, и во взрослой жизни от былой сказки не осталось и следа. Оля и Таня Юкины родились в Москве в 1953 году. Их родители были рабочими. Отец работал на фабрике, а мама была швеей. Творческий путь сестер начался с районного дома культуры. Зрители сразу же обратили внимание на пару сестер-близнецов, которые читали стихи и пели песни. После победы на районном конкурсе их фотографии в газете увидел знаменитый сказочник Александр Роу, искавший актрис в свою картину «Королевство кривых зеркал». Девочки без особого труда прошли пробы и уехали вместе со всей съемочной группой в Крым, где снималась картина. Время, проведенное в Крыму, оказалось для Оли и Тани настоящей сказкой. Они в первый раз побывали на море, и взрослые окружили их заботой и вниманием. Днем они играли в кино, а вечером купались в море, ели мороженые и фрукты. После выхода «Королевства кривых зеркал» картину назвали лучшей детской лентой года. Вот так фазаны. Мы Фазанята. не фазаны, не фазаны, не фазанята. А кто же вы? Мы девочки. Вижу, что не мальчики. Да как же вы попали в эту корзинку-то? Мы заблудились. Популярность Оли и Тани Юкиных была ошеломляющей. Письма сестрам приходили из всех уголков огромной страны. Большой успех ничуть не изменил скромный характер двух сестер. Они продолжали учиться в своей школе и в мир кино вернулись лишь однажды. В 1964 году Александр Роу снова пригласил сестер в свою картину «Морозко» на второстепенной роли детей, собирающих грибы. После окончания школы Ольга пробовала поступить в театральный вуз, но провалилась на экзаменах. В итоге сестры поступили в машиностроительный техникум, однако по специальности Ольга и Татьяна Юкины не работали. Им удалось устроиться на работу в туристическую компанию «Интурист», куда попасть было по советским меркам большой удачей. Казалось, что сказка, которая пришла к сестрам в детстве, вновь вернулась к ним. Ольга и Татьяна получили не только хорошую зарплату, но и возможность поездок за границу. К сожалению, такая жизнь закончилась после распада СССР, когда «Интурист» превратился в самостоятельную экономическую отрасль. Новые хозяева уволили Ольгу и Татьяну, и сестрам пришлось перебиваться случайными заработками и выживать за счет продажи импортной техники. Личная жизнь. Недостатка в ухажерах у сестер не было, и к 20 годам и Оля и Таня вышли замуж. У Ольги родился сын Максим, который изредка дает интервью журналистам и появляется на федеральных каналах. У Татьяны родилась дочь Юлия. Сын Максим рассказал о последних годах жизни своей мамы. Ольга Юкина вместе с сестрой Татьяной устроилась на работу в военкомат дежурными. Из жизни Ольга Юкина ушла в 2005 году, когда ей шел 52 год. Ее смерть потрясла родную сестру. У Татьяны начало резко ухудшаться здоровье. В 2011 году не стало и ее. Могила сестер Юкиных находится на Покровском кладбище Москвы. Сегодня от былой славы Оли и Ило сохранился небольшой кусок старой кинопленки, которую Александр Роу подарил как сувенир их маме. На кинокадре девочки изображены в костюмах пажей. Эту реликвию сын Ольги Максим надеется передать своим детям, как дорогую память о маме и тете.